Приветствую всех на канале Первая Раковая ТВ, и сегодня у нас на обзоре игра из известной серии стратегий в реальном времени Stronghold под заголовком Warlords. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, и мы начинаем. Как обычно, начнем с небольшой предыстории. Stronghold — это серия стратегий в реальном времени для персональных компьютеров, разработанная английской студией Firefly Studios. Первая игра серии была выпущена в 2001 году, 20 лет назад, Карл. Действия оригинальной игры разворачиваются в средневековой Англии, где нам предлагают стать лордом средневекового замка со всеми вытекающими. Игра получилась, не побоюсь этого слова, революционной. Многие механики были уникальными на момент выхода игры. Думаю, поэтому игру высоко оценили как игровые издательства, так и обычные игроки. Вокруг игры сформировалось крупное игровое комьюнити, члены которого создают различные игровые карты и любительские модификации. На волне успеха спустя год Firefly Studios выпускает вторую игру в серии – Stronghold Crusader. Но самостоятельной игрой ее можно назвать с большой натяжкой, скорее дополнение к оригинальной игре. Игра посвящена крестовым походам на Ближнем Востоке. Затем в 2005 году вышла Stronghold 2, являющаяся сюжетным продолжением первой части. Основным нововведением было переход с двумерной графики на трехмерную. Игра уже не повторила успех первой части и была прохладно принята. В попытке все исправить, Firefly Studios спустя год выпускает самостоятельное дополнение Stronghold Legends на движке Stronghold 2. В отличие от других игр серии, Stronghold Legends основан на фэнтезийном сюжете с драконами и все такое. И снова ничего не вышло. Дальше хуже. Разработчики из Firefly Studios решили попробовать что-то новое и делать две игры параллельно, а одну из них еще и в новом для них жанре – MMORTS. Спойлер, получилось сомнительно. Новая игра в жанре MMORTS получила название Stronghold Kingdoms. Была выпущена в 2011 году, в мае 2015 года по заявлениям разработчиков общий онлайн составил 4 миллиона человек. В 2017 году вышла версия для мобильных платформ. Stronghold Kingdoms жива и по сей день. А вот Stronghold 3 все не так радужно. Мало того, что сама игра не принесла ничего кардинально нового, в игре было большое количество багов и ошибок. В совокупности из-за этого игра получила отрицательные отзывы. После провала третьей части серии Stronghold, спустя 3 года Firefly Studios попыталась реанимировать серию с помощью ответвления про крестоносцев Stronghold Crusader 2, но опять села в лужу. И вот после череды неудачных игр Firefly Studios спустя 5 лет на выставке E3 2019 года анонсировала Stronghold Warlords. Stronghold Warlords — это новая глава в серии Stronghold, переносящая нас в Восточную Азию. Изначально релиз был намечен на 29 сентября 2020 года, но из-за пандемии релиз перенесли на 26 января 2021 года. Затем из-за недоработки мультиплеера игру перенесли еще раз. И вот, собственно говоря, 9 марта игра появилась на полках игровых магазинов. Давайте смотреть, что Firefly Studios приготовил нам к 20-летию серии Stronghold. Stronghold Warlords встречает нас классическим для серии набором режимов. Первый — это сюжетная кампания. На выбор нам предложат 5 кампаний, одна из которых будет мирная, остальные же сосредоточены на военных действиях. Кампания в Stronghold Warlords — это набор последовательных миссий, объединенных общим сюжетом, где игроку пытаются донести основы геймплея и ввести в курс дела. Продвинутое обучение, двумя словами. Для совсем новичков серии есть обучение, в котором вас научат самым азам. Ну а если вы опытный игрок, вам лучше пропустить кампанию и сразу идти в мультиплеер или в противостояние с ИИ. В кампании вы заскучаете, даже выбор уровня сложности не помогает. И вы ничего не потеряете, интересного сюжета здесь нету. Следующий режим — это так называемая песочница. У вас нет ни врагов, ни целей. Это своего рода градостроительный симулятор, где вы можете построить замок своей мечты. Дальше у нас режим пользовательской схватки, где на выбранной нами карте нам предстоит победить ботов. По сравнению с последней частью Firefly Studio,
Warlord подтянула ИИ, они все еще деревянные, строят замки по одному шаблону и не используют рельеф местности от слова вообще. И действуют по одному и тому же сценарию. Но победить их уже не так просто. Приходится даже прибегнуть к какой-то тактике, а не просто сломя голову нестись на врага. Ну и место, где должны развернуться самые интересные и кровопролитные баталии – мультиплеер. На этом в Stronghold Warlords с режимами все. Давайте посмотрим, удалось ли Firefly Studios вдохнуть свежесть в серию Stronghold с помощью азиатского колорита. Начав играть, я поймал себя на мысли, что в этой новой игре мне все знакомо, а все различия с предыдущими частями серии скорее визуальные. Вместо рыцаря у нас самураи, вместо пшеницы – рис, вместо церквей – буддийские храмы. Все здания у нас в едином японско-китайском стиле. Над фракциями Firefly Studio решила не заморачиваться. Если в компании нас ограничили в возможности создания уникальных юнитов только своей культуры, то в пользовательских битвах или мультиплееры таких ограничений нет. Нам доступны абсолютно все солдаты и постройки. Так что не удивляйтесь, если на вас нападет Чингисхан с армией самураев. Также разработчики не придумали никакой уникальной азиатской фишки. Да, они добавили новую производственную цепочку для создания пороха. И соответственно новые осадные оружия, такие как ракетницы, мортиры, даже своего рода катюши есть. Но на роль уникальной фишки это вряд ли подтянет, тем более что не обошлось и без урезания других производственных цепочек. Так, в Warlords только один ресурс производится в 3 этапа – это одежда, которую за время своей игры я так ни разу и не построил. Практически без изменений остались системы популярности и налогообложения. Чем больше благ предоставите поселенцам, тем сильнее можно задрать налоги. Главное не переборщить и следить за достаточностью жилья и продовольствия. А то можете остаться один в своем замке, а все крестьяне разбегутся. Торговля в игре все так же скучна и убога, сводится к двиганию ползунков на рынке. Никакого вам тут рыночного закона спроса и предложения, цены всегда одинаковы. Стратегии, в которой экономическая составляющая ничуть не меньше, чем военная, торговля в текущем виде просто позорна. Также я заметил сильные ограничения по количеству воинов. Так на карте 8 человек, изначальный лимит будет 66 воинов. С каждым побежденным соперником лимит будет расти, но скорее всего данные ограничения связаны с возможностью движка игры. И дабы выйти из этого положения, Firefly Studios добавила новые оборонительные сооружения. Так вы можете установить на стены лучные башни, в них не надо сажать лучников, они стреляют самостоятельно. Но еще была добавлена огненная баллиста, выпускающая ракеты. Старые добрые манганель и баллиста тоже никуда не делись. И если раньше эти сооружения служили скорее помощью лучникам на башне, то сейчас они и сами неплохо обороняют ваш замок, пока вся армия в походе. Ну и вишенка на торте, главное нововведение серии Stronghold – система военачальников, тех самых варлордов, давших имя игре. Военачальники – это лорды небольших поселений на карте, представленные цитаделью с лордом и небольшим гарнизоном. Со старта игры военачальники враждебны ко всем, но по ходу игры их можно склонить на свою сторону двумя способами. Захватив военачальника грубой силой, просто перебив весь гарнизон и доведя уровень здоровья военачальника до нуля. Тогда он вам сдастся, или дипломатической, с помощью очков дипломатии, которые производятся в специальных зданиях. Меняем очки дипломатии на очки влияния, и когда уровень влияния дойдет до определенного значения, мы можем приказать военачальнику подчиниться нам. У каждого военачальника есть усиление, которое дается тому, под чьим контролем находится данный военачальник. Каждый военачальник дает свои усиления, например, увеличение производства провизии или увеличение силы атаки пехоты и так далее. Также каждый военачальник имеет свою специализацию. Кто-то хорош в качестве поставщика сырья или продовольствия, а кто-то лучше подходит для ведения боевых действий. И под хорош подразумевается, что он только этим и может заниматься. Попросить продовольственного военачальника помочь в войне не получится. Всего в игре 8 типов военачальников. Для управления военачальниками у нас есть специальный интерфейс, где у каждого военачальника 2 вкладки. На одной мы можем выдавать грамоты военачальникам. Грамоты – это своего рода приказы,
приказ отправить ресурсы, приказ напасть на кого-то, приказ построить замок. У каждого военачальника есть 6 уровней грамот. Прокачка каждого уровня открывает новые грамоты. Вторая вкладка для обмена тех самых очков дипломатии на очки влияния. Кстати, все действия с военачальниками стоят очки дипломатии. Помимо выше названных плюсов военачальников, замок военачальника станет практически вашим. Нет, вы не сможете строить или управлять гарнизоном, но вы сможете использовать замок военачальника как плацдарм для атаки, так и для обороны. Учитывая, что строить здание можно только на своей земле, небольшой замок военачальника в нужном месте может сыграть ключевую роль в вашей победе. Наличие таких переменных на полях сражения сильно увеличивает вариативность тактики ведения войны. Но есть и вопросы к данной механике. Размещение военачальников в своих замках. Кому-то может повезти, и возле него будет сильный военачальник, а кому-то нет. Вот от военачальников, которые поставляют ресурсы, толку мало. Они отправляют так мало, что это капля в море. Возможно, имеет смысл сделать что-то типа дерева талантов, чтобы каждый прокачивал военачальников так, как подходит его стилю игры. Текущий подход тоже имеет право на жизнь, что каждый игрок должен уметь подстраиваться под особенности карты. Тогда необходимо балансить военачальников, чтобы все сравнялись по полезности. Также слабым местом механики военачальников является интерфейс. Он не позволяет оперативно следить за военачальниками. У меня не раз было, что военачальник менял сторону в самый неподходящий момент. Не успеваешь и управлять армией, и следить за уровнем влияния. Интерфейс игры в принципе слабое место. Мало того, что он малоинформативен и приходится делать много лишних движений, чтобы узнать интересующую информацию, они еще и сделали его визуально ужасным. Но тут, конечно, вкусовщина, кому понравится, кому нет. Мне нет. Пройдемся по графике в Stronghold Warlords. В стратегиях, я считаю, графика далеко не на первом месте. Заранее оправдываю игру. Да, Warlords графика прошлого десятилетия, где новомодной трассировкой лучей и не пахнет. Да и нет времени любоваться графикой, надо следить за всем, спасибо устаревшему интерфейсу. А может это план такой у Firefly Studios, делать неудобный интерфейс, чтобы у людей времени не было смотреть на график. А если серьезно, графика нормальная и как плюс не требовательная к железу. За пару дней игры я наткнулся на несколько багов. Первый — это часто юниты застревают при спауне. У меня прям пару раз такое было. Один раз пропал ландшафт части карты, пофиксилось легко, сохранился и загрузился. И самый надоедливый — это приказ на постройку замка у военачальников. Отдав приказ, индикатор выполнения приказа идет, да вот только постройка замка может не начаться вообще или могут построиться только ворота. В итоге, конечно, он всегда достраивался, но явно не за отведенное для этого время. Самая боль, что пока выполняется один приказ, остальные становятся неактивными, и пока строится замок, военачальник становится бесполезным. Вроде как обмен на очки влияния помогает, при обмене стройка продолжится, и приказ будет выполнен. Может просто совпадение. Также наблюдались периодические проседания частоты кадров. Особенно заметно на карте, где 8 игроков. В итоге мы опять получили не полноценную игру, а самостоятельное дополнение с косметическим уходом в нынче модный Восток. Из интересных нововведений это система военачальников. В принципе, это единственное нововведение. В остальном Stronghold Warlords только деградирует. Графика прямиком из прошлого десятилетия, и стали чуть умнее, но им все равно еще далеко до серьезных соперников. Stronghold Warlords это точно не шаг вперед. Я бы оценил ее на 6 баллов из 10. Не такой игры я ожидал к 20-летию серии. На этом обзор подошел к концу. Пишите в комментариях свои впечатления от игры. Будет интересно почитать, что вы думаете о данной игре. А также не забывайте подписываться на канал и ставить лайк. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!